Где-то на юге Древней Греции, среди каменных гор и суровых долин, стояла земля, о которой веками говорили с благоговением. Эта земля называлась Лакония, а в ее сердце, среди полей и холмов, вырос город – Спарта. Но Спарта не была похожа на другие города Эллады. Здесь не строили мраморные дворцы, не писали трагедии, не спорили о философии, как в Афинах. Здесь ковалась сила. Здесь рождались люди, чьи тела и души принадлежали не им самим, а их родине. Спарта была не просто городом, она была идеей. Идеей мужества, дисциплины и чести. Когда-то, почти 3000 лет назад, дарийские племена спустились с севера Греции. Они нашли плодородную землю у реки Еврот и основали новый город. Имя ему дали в честь героини – Спарты, дочери царя Лакедемона. Так началась история народа, которому суждено было стать легендой. Но Спарта не родилась сильной. Ее силу создали люди. Суровые, немногословные, прямые, как клинок. Однажды Спарта получила своего реформатора, царя Ликурга. О нем ходили легенды, будто бы он получил свои законы от самого бога Аполлона. Ликург создал строй, где каждый гражданин был частью общего целого. Он сказал: «Город будет сильным не тогда, когда в нем будут высокие стены, а тогда, когда его граждане будут способны защитить его своими телами». Так родилась система, где все подчинялось одной цели – воспитать воина. Ликург разделил народ на 3 сословия – спартиаты, граждане и воины, перееки, ремесленники, и илоты, земледельцы, которые обрабатывали поля для всех остальных. Спарта превратилась в живой механизм. Каждый знал свое место, каждый служил общему делу. Когда в Спарте рождался ребенок, его судьбу решал совет старейшин. Если младенец был слаб, его выносили к подножию горы Тайгет. Там он оставался один, среди камней и ветра. Это было жестоко, но спартанцы верили – выжить должен только сильный. Если мальчик признавался крепким, его оставляли в семье до 7 лет, а потом его забирало государство. С этого момента он принадлежал не родителям, а Спарте. Его ждал путь Агоги, школы мужества. В Агоге мальчиков учили всему – терпеть боль, голод, холод. Их заставляли бегать босиком по камням, спать на тростнике, говорить мало, думать быстро. Им давали мало еды, чтобы они учились добывать ее сами. Если кто-то крал, его не наказывали за кражу, его наказывали за то, что он попался. 7 лет, 10 лет, 15. Каждый день был испытанием, каждый день делал их ближе к одному, к совершенству. Они учились сражаться плечом к плечу, дышать в одном ритме, падать и вставать вместе. Так рождался спартанский строй, фаланга. Живая стена из людей, где каждый защищал не себя, а соседа. Даже женщины здесь были иными. Они тренировались почти как мужчины. Бегали, метали копье, соревновались. Их учили говорить прямо, без страха. Когда сын уходил на войну, мать вручала ему щит и говорила: «С ним или на нем». Они не плакали, они гордились. Потому что знали, честь дороже жизни. 480 год до нашей эры. На землю Греции идет великая армия царя Ксеркса. Сотни тысяч воинов. На их пути узкий проход у горы Фермопилы. И там стоят они, 300 спартанцев во главе с царем Леонидом. Леонид знает, что победить невозможно. Но отступить — позор. Он говорит своим людям: «Сегодня мы обедаем в аду». 3 дня они держат проход, отражая натиск врага. Когда ломаются копья, они сражаются мечами.
Когда ломаются мечи голыми руками. Они все погибают, но их жертва дает Греции время собраться. И весь мир узнает: Спарта не отступает. Никогда. После Фермопил Спарта становится символом силы. Она побеждает Афины в Пелопоннесской войне. Ее воины маршируют по Элладе, а враги склоняют головы. Но слава приносит опасность. Там, где появляются богатства, появляется гордость. Дисциплина слабеет, традиции теряются. Законы Ликурга перестают быть священными. 4 век до нашей эры. Спарта проигрывает битву при Левктрах. Ее враги растут, ее воины редеют. Когда-то железный порядок рушится. Но даже когда Спарта теряет силу, она не теряет духа. Она остается символом стойкости. Путешественники, проходя мимо ее руин, говорили: «Вот место, где слабость была грехом, а честь — законом». Прошли века. Империи поднимались и падали, города исчезали, но память о Спарте жила. Ее дух вошел в историю, в слово «спартанец» — сдержанный, сильный, несгибаемый. Сегодня это слово значит не просто воина, это значит человека, который идет до конца, не жалуется, не ищет оправданий, держит строй, даже когда все рушится. Спарта учит нас одному: сила тела — ничто без силы духа. Спарта исчезла с карты мира, но не исчезла из памяти. Она осталась символом того, что человек способен преодолеть все, если он верен своему долгу. Так закончилась история великого города, где каждый жил ради чести, и каждый умер свободным. Это Спарта, и ее легенда живет в каждом, кто не сдается.